Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, видимо, люди, которые не знают еще меня, люди, которые только знакомятся с моим каналом, не в курсе о моих каналах других, может быть, не в курсе того, что, то есть, каким образом нужно обращаться к таким людям, как я, и многое другое. Поэтому, наверное, время от времени будет не лишнее напомнить, обновить и объяснить тем, которые только собираются ко мне обращаться или уже обращаются, как вообще нужно обращаться к людям моей профессии. Потому что на самом деле это профессия. Это называется темное ремесло, чтобы вы знали. Во-первых, начну с того, что прежде чем обращаться ко мне, ознакомьтесь с моими работами, ознакомьтесь с моими роликами, ознакомьтесь с моими лекциями. Есть много каналов. Этот канал, который вы видите, который основной, да, который перед вами, этот канал создан недавно. Именно этот канал, потому что постоянные атаки с сливом моих каналов, поэтому люди, которые ценят, уважают мои работы, они создали много каналов, где сохранены все мои работы, все мои лекции. Есть хроника ведьминой избы, есть ведьма Инга Хосроева, есть канал «Ритуалы для всех» Инги Хосроевой, есть «Магия и жизнь» от Инги Хосроевой, есть «Дочь ведьминой избы», есть «Дочь Фортуны», есть «Дары» от Инги Хосроевой. Множество каналов, и на многие из них я подписана, собственно говоря. Поэтому, прежде чем обращаться, посмотрите. Моих роликов не столько, сколько на этом канале, их значительно больше, в 10-20 раз больше. У меня много созданных каналов, которые ведут люди. Они ведут сами, они загружают это все. Поскольку там особо-то работать не нужно, ну, имеется в виду, что там не отвечать, ничего не нужно, там нужно просто следить за каналом и загружать работы мои. Конечно, это титанический труд, это нелегко, это все нужно было много тысяч роликов сохранить, загружать. За это я им очень благодарна. Я считаю, что люди мне очень помогают. Я вначале помогла им выйти из кризисов и начать новую жизнь, пересмотреть свою жизнь и поменять свою жизнь. Они решили меня отблагодарить таким образом. И я им тоже благодарна. Это действительно труд достойный. Так вот, дорогие друзья, есть еще гостиная ведьминой избы. Там в основном мнение людей, там в основном отзывы о ритуалах, как делали люди. Там просто теплые слова благодарности, там просто мы делимся друг с другом жизненным опытом, там беседы, разговоры, приветствия и прочее, прочее. Вот эти все каналы, они отличные, они очень поучительные, очень нужные людям. Прежде чем обращаться, просмотрите там эти каналы. Это первое. Во-вторых, я чаще всего не успеваю просто, знаете как, я снимаю ролик, загружаю, и вот у меня все вот эти девочки и мужчины в том числе, которые занимались моим каналом, занимаются, они перезагружают у себя, и на других каналах под роликами есть все мои данные. У меня на канале, вот что интересно, сапожник без сапог, да, на моем канале я не успеваю внизу написать, дописать, мне нужно зайти как бы в аккаунт, мне нужно это все внизу, эти заметки поставить, мне некогда, я просто загружаю ролик и все, оно грузится, а я иду по своим делам. Но найти мои данные совершенно нетрудно. На других моих каналах везде мои данные есть под роликами. Но я сейчас еще раз продиктую, собственно, свой номер. Вначале продиктую вам, потом скажу, каким образом нужно обращаться ко мне и прочее. Итак, мой номер, давайте прямо вот так вот покажу вам, да? Остановите и запишите. 07 или 8 926 890 38 89. Ведьминая изба. У меня в WhatsApp или в Viber. Еще раз. Вот. Держу некоторое время. Это чтобы сразу. Как со мной связаться? Следующий момент. Просьба к вам.
напишите мне на WhatsApp или Viber. На почту я очень редко захожу. Я могу месяцами туда не заходить, мне некогда. Почту я использовала раньше, но потом поняла, что мне вот именно разговор вот вживую с публикой намного правильнее и приятнее. Те, которые не общаются со своей публикой, они очень много теряют, потому что публика как дает тебе энергии, так и забирает у тебя энергии, но в любом случае дает тебе опыт работы с людьми. И вообще ты ответственна за то, что говоришь, да, чему учишь. И если ты что-то говоришь, передаешь, чем-то делишься с людьми, ты должна быть готова к тому, что люди будут спрашивать, прояснять, выяснять для себя, чтобы не совершать ошибок. И ты должна быть наготове, чтобы отвечать этим людям в нужный момент. Поэтому у меня комментарии включены, у меня всегда форум есть. Единственное, что я не допускаю всякую глупость, мат и грязь, поэтому я этих людей удаляю. Собственно, честно говоря, мне уже не пишут, очень давно не пишут, потому что знают, что я их все равно уберу и не считают целесообразным это делать. Как бы предпочитают так втихаря шакалить со всех сторон. Скажу, что я хочу, чтобы человек, который ко мне обратился, очень хорошо, обдуманно к этому подходил. Я рада даже, что есть очень много дерьма вылитого, да, на мой канал и на меня, и на людей, которые меня поддерживают. Знаете почему? Потому что это меня, с одной стороны, ограждает от лишних проблем. Я всегда говорю, что во всех минусах нужно искать плюсы. Плюсов на самом деле может быть намного больше. Во-первых, благодаря таким дерьмоканалам и таким дерьмолюдям очень многие обо мне узнали, потому что когда тебе говорят нескончаемо и все свои каналы посвящают тебе, то любому человеку становится интересно. Конечно, глупый человек низкого уровня не будет анализировать, он будет в ужасе сразу, он будет сразу в испуге, он сразу подумает не очень хорошее, но это и хорошо на самом деле. Нам мнение таких, знаете, отсталых людей, такого колхозного уровня особо-то и не интересно. Но, с одной стороны, понимаете как, невзирая на то, что столько всего глупости сказано, столько старания принизить все, что я делаю, столько старания облить меня очень многими помоями и опорочить и оболгать, невзирая на это, очень много людей ко мне обращаются, и очень многие довольны, очень многие пишут, очень много снимается роликов. О чем это говорит? Это говорит о том, что те, которые были слабы, да, те, которые были малодушны, они сразу отсекаются. А значит, вот эти существа, которые думают, что они очень вредят моему делу, они на самом деле отсекают ненужных людей от меня, отсекают сразу же, моментально. И те люди, которые хоть в чем-то сомневались, они не приходят. А значит, у меня не бывает с ними никаких проблем, нервотрепок и прочее. Ко мне приходят люди, которые знают меня год, знают меня полгода, неважно, все это просмотрели, отследили, узнали и за, и против, и только после этого обращаются. Я сама говорю, когда ко мне обращаются, я говорю, вы знаете, у меня к вам просьба. Вот прежде чем ко мне обратиться, просмотрите все каналы, все мнение обо мне, все, что вы знаете, только потом приходите ко мне, чтобы вы на 1000000% были уверены, что вы приходите вот туда, куда надо. Знаете, что мне говорят? Вы знаете, мы это все уже посмотрели, мы все это уже знаем, поэтому и пришли. Я хочу вам сказать, что когда ты человеку от и до говоришь всю подноготную, когда ты человеку говоришь всю его жизнь, как будто ты жила с ним рядом, у этого человека никаких сомнений по поводу тебя уже быть не может. Понимаете, можно делать все, что угодно, но если человек действительно тебе просто рассказывает всю твою жизнь, и это полностью совпадение вплоть до имен, дат и того, что происходит в твоей жизни, то тебе совершенно уже начихать и параллельно, что там кто тявкает, да, потому что все разумные люди знают, что на всех сильных, на всех достойных веками тявкали те, которые неудачливые. Это закон, так должно быть. Если бы на меня не тявкали, я бы, может быть, и начала бы сомневаться, а в нужном ли я направлении иду. Знаете почему? Потому что, как говорил Юлий Цезарь, самый главный показатель того, что у тебя успех, это когда бывшие друзья становятся врагами. Вот, видимо, у меня действительно уже пик успеха.
Так что я хочу вам сказать, что когда ко мне обращаются, я всегда прошу их анализировать. Человек, который все это знает, человек, который уже готов, человек, который знает про тебя, уже посмотрел, узнал, за и против взвесил, этот человек уже настолько настроен на победу, на то, чтобы у него все получилось с тобой, что с этим человеком все идет отлично. Вот любая работа, есть как бы работа трудная, есть работа более легкого типа, но и то идет уже на отлично. Есть люди, у которых идет трудно, есть у них тяжелая энергия, такое тоже бывает. Поэтому у всех по-разному, это индивидуально. С кем-то работаешь долгое время, с кем-то быстрее это получается. В любом случае, пока до победного мы не заканчиваем, мы как бы с человеком не перестаем общаться, да, и люди, которые ко мне обращаются, на всю жизнь остаются мне близки на самом деле. Вот есть такая вещь, есть такой плюс в моей жизни, чему я очень рада. Следующий момент. Я прошу написать мне на WhatsApp и Viber, не звонить. Особенно мне не очень понятны звонки среди ночи, 2 часа ночи, 3 часа ночи. Пожалуйста, не обращайтесь ко мне со словами «Сколько стоят ваши услуги?». Я уже устала повторять, что колдуны, ведьмы никому не служат. Нет понятия услуги. Услуги ввели всякие аферюги. Услуг не существует. Мы не оказываем услуг. Мы не служим никому. Понимаете? Вот школу тоже внесли в сферу услуг. И это идиотизм, потому что школа не оказывает услуги, школа обучает, школа воспитывает. Она не служит, она помогает. Когда школа стала сферой услуг, вот тогда начались проблемы между родителями, между учителями, между детьми, потому что мы платим за ваши услуги, значит, оказывайте нам эти услуги. Понимаете, уже в услужении стали учителя тогда, когда они были в почете. Нет услуг. В магии быть не может, и слово «услуги» не употребляйте. Не пишите мне, сколько стоит. Я не люблю такие вопросы. Я не трусы продаю, чтобы сказать, сколько стоит, чего не стоит. Приходят, я знаю, что у меня порча, мне так сказали, мне нужна защита. А я не знаю, я должна смотреть. Я не могу вот слепую взять и что-то вам сделать. Далее. Пока я не просмотрю ситуацию, я ни за что не берусь. Мне не интересно, кто вам что сказал. Я должна посмотреть, чтобы понять, я могу, осилю, получится, насколько, как мне с вами поговорить, как обговорить это все и так далее. Каждый человек индивидуален. Каждый человек по мере своей возможности должен расплатиться за эти работы и как бы отдать определенный долг, определенную плату, как еще по-другому, потерять что-то. Но есть люди, которым я просто так помогаю. Поэтому, когда вы приходите и говорите, сколько стоит, я уже с вами разговаривать не хочу. Вообще. Для начала здороваемся, здравствуйте. Потом, можно к вам обратиться, можно вам задать вопрос. Мне иногда просто фотографии отправляют, и я говорю, и дальше что? Ну, а что у меня там? Я говорю, там где, собственно говоря, где там? В каком месте? Понимаете, пожалуйста, не забывайте, что если человек вам столько дарит, столько говорит, это не говорит о том, что этот человек настолько, знаете, уже вот побратим, что можно вот таким образом обращаться. Я очень жесткий человек, и многие те, которым я помогла, многие, которые стали мне друзьями, изначально мою жесткость на себе испытали, и они знают. Многие испытали эту жесткость, эту резкость. И я всегда говорю, я такой человек. Я не сюсюкаюсь. Я могу очень сильно отхлестать, но потом очень спасти и вытащить с бездны, из ада. И то могу, и это могу. Понимаете, я такой человек. Вообще ведьмы испокон веков не отличались особой, скажем так, добротой и сладким языком, и сладкими речами. Сладкие речи говорят о фирюге, чтобы заманить вас. Ой, ты моя золотая хорошая, я ж могу тебе на уступки пойти. Или, знаете, иногда там, а скидок у вас нету? Я не супермаркет, у меня нету скидок, у меня нет распродажи, у меня нету одна порча по цене 2 и прочее, прочее. У меня таких глупостей нету. Это моя энергия, моя сила и моя договоренность с этими силами. Я должна посмотреть и понять,
примут они это, помогут они мне в этом деле или не браться за это дело. Осилю я сейчас, успею ли я с другими работами это взять или не взять. Я не всех беру, чтобы вы знали, уважаемые. Следующий момент. Я не люблю людей, которые навязчивы. Когда ты объясняешь, я не делаю, значит, привороты. Ну, вы же умеете, вы же показывали, вон черное венчание показали. Я умею, я обучила этому практиков. Я показала, как это делается на самом деле. Я показала свой вариант. Я говорю, что если человек приходит и за мести делать подобную работу, я берусь. Я отговариваю от этого. Я говорю, что женщинам приворот не нужен, что уважающая себя женщина не должна привораживать. Ее должны любить, потому что она есть. Тут ни красота, ни что-то другой роли не играет вообще, поверьте мне. Можно некрасивую женщину очень любить, а можно красивую женщину вообще на дух не переносить. Это вообще не имеет никакого значения. То есть, когда я объясняю, что я лично за это не берусь, это не значит, что я не умею, не могу. Это значит, что мне это неинтересно. Неинтересно мне это. Я не люблю вот эту любовную магию, стезю, браться. И, это долго. Это нудно. Как правило, женщины, которые такую работу заказывают и просят, не очень умные, не отличаются умом, я бы сказала. Они постоянно ноют, постоянно достают, плачутся. И ты один раз, два раза делаешь, потом говоришь, да ну вас нахрен уже, не буду я за это браться. Я лучше возьму за 3 чистки, знаете, вытащу человека и буду наслаждаться благодарностями и тем, что людям хорошо, и мне хорошо, и мне приятно, я буду получать удовольствие от своей работы. Чем вот это нытье вот этих вот страдальцев, ой, помогите, он не позвонил. И ты можешь миллион раз говорить, они тебя не слышат. Ты объясняешь, что это может ложиться, это может не ложиться. Есть человек, который это не выдержит. Есть человек, которому это делать нельзя. Это может лечь порчей, он может умереть. Пофигу. А может, вы сделаете? А вы сделайте, пожалуйста. А вот один раз мне просто сделайте, пожалуйста, и так далее. Таких людей я заношу в черный список, потому что я с ними работать не буду и не собираюсь. Далее. Люди, которые попросили, сказали, ты когда заказываешь много чего всякого для каждой работы, я заказываю, как и любая ведьма. Там нужны определенные свечи, кто-то делает свечи, это хорошо, у меня нет времени и возможности делать, честно говоря. Я в этом отношении лентяйка, я делать не могу, я лучше куплю. Потому что я настолько устаю, чтобы еще свечи катать, я просто не знаю, я умру. Так вот, но я тоже люблю, когда делают, мне это нравится, я бы с удовольствием сделала. Когда-то делала там с разными травами, потом забросила, потому что я не успеваю. Так вот, покупается свечи, покупается, есть ритуалы для них, камни нужны для них, то нужно, это нужно. С одной стороны, можно сказать, ну, можно сказать, что ты откупаешься и не делай. Да, можно, конечно. Я могу сказать, что откупаюсь и не откуплюсь. Но вы знаете, что если я не откуплюсь от них, у меня обязательно что-нибудь пропадет. У меня обязательно какая-то большая сумма уйдет вообще в никуда. У меня обязательно кто-нибудь заболеет. У меня обязательно что-то случится. Это уже жизненный опыт, дорогие друзья. Вы поймите, что человек, который занимается 20 лет, 10 лет, неважно, ну вот большой срок, да, промежуток жизни магии, он уже настолько хорошо обучен, что сказать, не сказать, он о себе думает прежде всего, извиняюсь, прежде чем, я хотела сказать, чем вам сказать, он думает о себе. Мы откупаемся, мы отдаем, мы тратим на магию, собственно говоря, для себя, чем больше, чем для вас, потому что это, ну, из чисто таких эгоистических пробуждений самосохранения. Потому что были случаи, когда я оттягивала, завтра откуплюсь, послезавтра теряла норковые перчатки. Были случаи, там завтра, послезавтра что-то случалось, я вот что-то не вовремя успела оплатить, со штрафом отдала, то есть лишние деньги ушли, да. Завтра, послезавтра случалось, такси на полпути сломалось это такси, в общем, не знаю, что там, стук какой-то мотора случился. Мы вышли, мы ждали 2-3 часа, потом с тройной ценой мы оттуда уехали, приехали обратно и так далее. То есть меня наказывают рублем, наказывают здоровьем, наказывают чем-то еще, неприятностью какой-то. И для того, чтобы этого не было, я обязательно откупаюсь. Поэтому объясняю, что если человек просит, умоляет, уговаривает помочь и надолго исчезает, а я заказала это все, а в другом ритуале я могу, конечно, это использовать, но
например, в данный момент вот именно вот такого ритуала не будет месяца два. И эти ингредиенты просто будут лежать. А они дорогие, понимаете? Они от 10 и более тысяч обходятся на самом деле. И если я уже заказала, и человек уже просил, и человек не появляется, я никогда не пишу. Ну что, вы придете или нет? Или... Никогда в жизни. Те, которые мне должны, никогда в жизни я им не писала. Вы когда вернете и так далее. Я знаю, что эти люди обязательно в какой-то момент ко мне придут, скажут, что у них что-то случилось, помогите. Я скажу, а вы оплатите, пожалуйста, еще ту работу, если вам не сложно. Потому что если вы не расплатились силами, не ждите, что они, знаете, это забудут. Это я забуду. Но демоны бесплатно ничего не делают. Они, в отличие от людей, очень разумные. Они не руководствуются эмоциями, они руководствуются рассудком. Холодным рассудком, я бы сказала, даже расчетом холодным. Так вот, далее. Поэтому такие люди, которые так себя ведут, они ко мне больше никогда не придут. Для них я всегда буду занята, а в итоге они окажутся в черном списке, и я вообще не буду за них браться. Ни за какие деньги и умоления. Следующий момент. Я говорила, повторяю, что я детям помогаю даром. И я помогала детям. И были отличные результаты и благодарности, и мне очень приятно. Я помогаю людям, которым тяжело, но я сама решаю, кому как помочь. Мне не нужно ставить условия. Человек сидит, давайте я вам вот так сразу половину, потом половину. Я еще не сказала, я готова или нет. Я согласна или нет, человек мне ставит условия. Понимаете, вы, когда приходите к такому человеку, как я бесконечно добрый человек. Но я могу быть бесконечно жестоким человеком, очень грубым человеком. Я могу послать. У меня такое тоже случается. Учтите это. Когда вы звоните 2:30 ночи и ждете, что я буду очень рада вашему звонку, потому что, ну, мы же хотели оплатить. А вы, знаете, вы не в ресторане, где клиент всегда прав. Кстати, я людей клиентами и не называю. Я людей называю пациентами, людьми просто. Людьми, которые ко мне обращаются. Вот это слово «клиент» тоже вычеркните. Вы не думайте, что если человек мне оплачивает работу, то имеет право грубить мне или что-то сделать. Учтите, это тоже неприемлемо, потому что за эту плату я могу еще хуже вам сделать. Это тоже, пожалуйста, учтите, что если вы обращаетесь к такому человеку, это не значит, что вы этого человека купили в рабство. Ну, пока еще такого, слава богам, не было, но так, на всякий случай предупреждаю. Следующий момент. Обращение. То есть, обращаясь ко мне, выкиньте из лексикона слово «услуги», цена вопроса или цена и так далее. Если я говорю «нет», не нужно меня уговаривать. Пожалуйста, мне же дороже. Я это знаю по опыту жизни, что люди, которые очень уговаривают, умоляют, просят, потом настолько надоедают, что ты 100 раз жалеешь о том, что ты пошла им навстречу и пожалела. Далее. Не бывает, знаете, незаслуженной порчи. Если вам нарочно кто-то пошел, сделал, значит, если до вас долетело, значит, это было где-то заслужено. Значит, позволили силы вас помучить. И когда вы приходите к человеку, вы что-то должны терять, откупиться, то есть пострадать чем-то, и после этого эти силы, насланные на вашу судьбу, уходят. Это второй момент. Поэтому не нужно мне рассказывать, какие вы хорошие, бедные, несчастные, и вот как с вами обошлись. Человек, который приходит изначально, говорит мне, меня столько обманули, вот я вам верю, вы такая вся замечательная и прочее, и считает, что я помогу ей за это, очень сильно ошибается. Человек, который говорит, начинает свою речь со слов «меня обманули», все такие сяки, завтра точно так же скажет про меня. Эти люди холерики, это люди, которые вечно недовольны. Это люди, которые обожают плакать, обожают реветь и скидывать на чужих свои проблемы, свои глупости, свои неполноценные поступки и прочее. Они рады тебе и оплатить, лишь бы потом тебя в чем-то обвинить. Это 1000000%. Таких людей я отсеиваю сразу.
Значит, следующий момент. Человек, который приходит к тебе, потом говорит, что она потом после тебя еще куда-то пошла, потом еще туда ходила, потом еще у того-то что-то просила, того-то талисман. Таким людям никто не поможет никогда в жизни до конца своих дней. Это нереально. Это люди, которые бегают туда-сюда. Во-первых, они оскорбляют силу одну, когда они с одного человека на другой перепрыгивают, ходят. Во-вторых, если человек уже услышал тебя, узнал, и после того, как ты подробно по полкам расставляешь, идти к каким-то гадалкам и прочим, этот человек недостоин твоей помощи. Не говорите мне слово «гадать». Я не гадаю, я предвижу, предсказываю. Ни одна ведьма никогда не допустит, чтобы ей сказали гадать. Те, которые себя рекламируют гадалками и прочее, как правило, это люди, которые, знаете, ничего общего не имеют к магии. Их привели, и слово гадалка, гадание вот звучит. Вот они поставили у себя на сайтах гадания, гадалки, значит, море крови, вороны, там, я не знаю, демоны, демонические рожи, себя в каких-то таинственных таких одеяниях и так далее и тому подобное. И первым делом гадание, привороты – это все мошенничество, потому что ни одна профессиональная ведьма не рада браться сразу же за приворот. Знаете, прежде чем что-либо вам делать, она обязательно с вами будет говорить. Далее, еще раз хочу предупредить, очень много клонов, очень много тех, которые берут мои фотографии под разными именами, даже под моим именем в Одноклассниках, ВКонтакте, да везде. Поэтому, прежде чем обращаться к таким людям, уточните информацию. Человек, у которого на алтаре предметы начинаются от 20-30 тысяч, никогда не будет делать вам работу за 500 рублей, за 1000 рублей и прочее. Поэтому, если вам такое предлагается, учтите, что это совсем не тот человек, который с вами разговаривает. Я уже говорила, миллион раз предупреждала, что даже сидя на зонах, вот зэки через телефоны, знаете, берут вот эти фотографии, ставят у себя и начинают там гадание какое-то, приворот. У нас сегодня скидки по 1000 рублей. Вот так разводят идиотов. А потом кидают вас в черный список. Если они в день по 20-30 человек разведут, у них в кармане 20-30 тысяч. Для человека, сидевшего на зоне, знаете, немалая сумма, согласитесь? Поэтому я миллион раз предупреждала, люди все равно лезут. Я понимаю, что очень хочется дешевой такой радости по 1000 рублей, но не может быть 1000 рублей и прочие работы у сильных профессионалов. Что далее следует? Вопрос, чтобы не забыть, расставить по полочкам. Да, люди, которые в разных форумах, различных магу и вообще нелепых каких-то существ пишут: «Ой, вы молодцы, какие вы умницы» и так далее. Потом приходят, начинают меня расхваливать в надежде на то, что я сейчас им помогу. Они очень сильно ошибаются. Я совершенно хорошо, прекрасно знаю, кто, где, что пишет. Я не слежу специально, просто, наверное, силы мне все время показывают этих людей. Много таких людей, которым я и помогла, и посоветовала, и причем все это сделала бескорыстно. В какой-то момент я видела, как некоторых магуик там вообще ни о чем, вообще таких пустозвонов сидели там, пели, значит, хлопали в ладоши. Я поняла, что если твой уровень вот такой базарно-колхозный, то навряд ли ты оценишь такую сильную работу во имя себя. Люди, которые просились ко мне, я им помогла, и они должны были, и до сих пор должны мне. Я никогда в жизни им не буду писать и напоминать. Но придет момент, когда этот долг с них возьмут в 100-кратном размере. И тогда не обижайтесь, потому что были случаи, когда человек мне была должна 6 тысяч, да, за консультацию не отдала, и у нее Мерседес сгорел, который стоил 6 миллионов. Поэтому, дорогие друзья, пеняйте на себя. Что они у вас возьмут, я не знаю и знать не могу. Она, конечно, потом позвонила, сказала, что страховку ей не выплачивают, потому что она то ли время ушло, то ли она не вовремя застраховала. И очень просила помочь. И она сказала: вот когда будет, вот получится, я обязательно отблагодарю. Я сказала: спасибо большое, я уже помню вашу благодарность. Люди, которым ты помогала не раз и не два, в следующий раз ставят тебе условия, мол,
то есть помогала бескорыстно, потом ставит условия. Вот помогите еще, я когда увижу результат, вам отправлю деньги. Вы знаете, очень оскорбительно. Лучше вообще ничего не говорить, лучше ты дальше даром будешь этому человеку помогать, чем такие вещи читать, потому что если ты помогала даром 1000 раз, все было хорошо, там результат не был, то есть подтверждение не было нужно, потому что подтверждение было, потому что это было видно, и это было даром. Когда человек понимает, что вот есть более сильные вещи, которые ты действительно не можешь уже себе позволить просто так делать, тут же пишет, что вот как только увижу результат, то есть до этого видела результат, но это было даром, это было нормально, а сейчас ты должна видеть результат. Может, им кажется, что они меня крутят на пальцы. На самом деле они крутят на пальцы самих себя и свою судьбу. Учтите. Всегда помните, что это вам нужна моя помощь. Мне не нужна ваша помощь. Если есть тупые головы, которые считают, что я завишу от людей, как одна дурочка написала, Инга, она же зависит от людей, она им грубит, она же за счет них живет, я живу за счет себя, не за счет кого-либо, не за счет них, не за счет того, не за счет этого. Я живу за счет своей работы. И я живу за счет работы и тех результатов, которых добиваюсь, да? Начнем с этого. И я не держусь за людей. Человек, которому нужна помощь, этот человек придет. Этот человек придет и через грубость, и через что угодно. Придет, получит и поблагодарит. Люди, которые имеют дело с демоническими силами, люди, которые имеют дело с человеческими бедствиями, с трудностями, с постоянными жалобами на жизнь людей, да, с постоянными крахами, катастрофами и прочее, прочее, эти люди не могут быть с вами прям, знаете, как бы сказать, такие прямо мягкие, сладкие, как мед. Это смешно. Хирург вас не уговаривает, когда вы идете, говорит, у вас такая болезнь, если вы это не сделаете, вы умрете. Вы говорите, ой, я не хочу. Хорошо, распишитесь, что вы отказываетесь, чтобы от меня как бы снять ответственность. Все, расписались, до свидания. Никто вас не уговаривает, никто не падает на колени, никто не целует тебе руки, и не просит, и не молит о том, чтобы ты пошла себя лечила. Это нужно тебе. Хочешь, приди, не хочешь, до свидания. Точно так же касаемо ведьмы. Сказали тебе, у тебя вот это. Хочешь убрать, уберешь, будет вот так. Не уберешь, дальше продолжай так жить. Никто тебя не будет уговаривать, умолять и просить. Если ты сильный профессионал, если человек чувствует твою силу, видит, если человек убежден после того, как ты видишь всю его подноготную, всю его судьбу, этот человек не будет размениваться на то, как с ним поговорили, как его уговорили, мягко ли сказали, послали ли, неважно. Вы знаете, в древние времена, когда ведьма отказывала, когда ведьма грубила, даже выгоняла из дома, некоторые ночевали у ее ворот, умоляя, прося помощи, и получали они это. Поэтому учтите, не имеет значения, как я разговариваю, что я говорю с людьми, каким образом, каким тоном я общаюсь, ко мне всегда будут приходить, потому что знают, что я профессионал. А тут можешь умолять, просить, падать на колени, можешь там мазать медом всех. В любом случае ты будешь ноль. Чем ниже ты падаешь и умоляешь, тем ниже твоя работа, и тем ниже ты сама вообще оказываешься. Это учтите, это раз. Это для тех людей, которые, не имея ничего общего к ведовству, сидят и делают какие-то тупые рассуждения. Если вы зайдете в лабораторию хирурга или там его кабинет, да, где он там испытания проводит или работает, или что-то изобретает, вы будете в ужасе от того, что увидите там трупы, тела, части тел, заспиртованные черепа, все что угодно. Для вас это шок, ужас и неприемлемо. То есть вы с позиции человека можете сказать, что это ужасающее место, и этот человек ужасный человек, и он потрошит трупы, и вообще этот человек не имеет права жить. Понимаете? Это с точки зрения вас. Но с точки зрения профессионального человека, он профессионал, он отлично работает, он изучает свой труд для того, чтобы правильно все делать и спасти ваши жизни. Так вот, то же самое, когда вы рассуждаете о ведьме, учтите, что вы для того, чтобы рассуждать об этом, должны сами в этой сфере вариться 10-20 лет, чтобы знать, почему она так сказала, почему она за это не берется, почему она своим жестким голосом ставит на место. Потому что если я буду с каждым человеком сидеть и плакать часами, я этому человеку не помогу. Я усугублю то, что у этого человека есть. Ой, как тебе плохо, ой, ты помираешь, ой, что мы будем делать? Нет, я говорю, берем и делаем, и спокойно, хладнокровно идем к результату, и прочее, прочее. Вот таким образом были спасены очень многие жизни и души, о которых вы знать не знаете, и это вас не касается.
Очень многие люди, которые записывают отзывы, благодарят и прочее, прочее, это, конечно, похвально и интересно. Но на самом деле многие, у которых были очень сложные ситуации пострашнее, они, как правило, об отзывах не говорят и вообще не записывают, потому что люди не хотят это помнить. Понимаете, когда ты после операции идешь домой, тебе не до отзывов, ни до чего, ты восстанавливаешься. То же самое здесь. Когда ты идешь после того, как спасли твою жизнь, ты благодаришь, ты знаешь в душе, ты рекомендуешь другому человеку, ты говоришь, что есть такой человек, который может помочь спасти. Просто я к тому, что вот на этих сайтах вот эти все отзывы, это, конечно, смешно. Я бы могла на своем сайте оставить такой уголок для отзывов. Я уверена, что люди бы написали, и эти отзывы искренние и настоящие. Но настолько много было фальши, что я решила, что это не нужно. Потому что те отзывы, которые я читаю на этих сайтах, это все фальшивые отзывы. Как правило, либо должны быть плохие, знаете, так написанные людьми недоброжелателями, да, либо просто своими руками там вот эти все отзывы, которые якобы от разных людей. Что я хотела сказать, дорогие друзья? К сожалению, из-за того, что магия стала бизнесом для многих людей, которые подумали, что это очень легкие деньги, ну, для них им так кажется, потому что они обязательно за это расплачиваются потом. Так вот, к сожалению, из-за множества аферюк и пустышек, которые из себя ничего не представляют, и самое обидное, что всегда пустышки будут тявкать на настоящих, это было, есть и будет, чтобы скрыть себя. Знаете, да? Более всего обзывают людей те, которые сами достойны обзывания. Так вот, из-за пустышек, из-за вот этих аферюк, из-за этих вот ничтожеств, эти слова вошли в обиход. Услуги, там цена вопроса, клиенты, мои дорогие клиенты. Один там из Одессы там членом лечил когда-то, потом взял это видео, удалил, думаю, что люди забыли об этом. Лечение членом было, ну это вообще шок, конечно. Потом он поумнел, видимо, поменял пластинку, боже ж мой. И вот эти вот пустышки вокруг, они пытаются диктовать правила. А я буду все время напоминать, что есть на самом деле ведовство, как обращаться нужно к ведьме, не ждать от нее ласковых речей, ждать от нее жесткости, силы. Но эта жесткость и сила вам в нужный момент поможет спасти свою жизнь, чем вот это сюсюканье пустозвонов, которые ни к чему хорошему не приводят. Итак, мой телефон, еще раз, мой номер я вам показываю. Я принимаю только СМС, потому что я отвечаю голосовыми. Я, когда освобождаюсь, смотрю, вот сколько людей написало, я им отвечаю всем. Мне нет времени разговаривать по телефону часами со всеми подряд. Это раз. Я не успею тогда ничего. Следующий момент. Именно СМС, и время от времени напишите еще раз, потому что в этих СМСках может ваш СМС потеряться. Если вам действительно нужна помощь, то вот именно таким образом. И, пожалуйста, побольше уважения. Не только ко мне, но и к тем силам, к которым вы обращаетесь через меня. Потому что эти силы очень добры к тем, которые к ним относятся правильно, и очень мстительны к тем, которые себя ведут неправильно с ними. Это учтите. Всем удачи и всех благ.